Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня готовим традиционное армянское блюдо долма. Настоящая восточная классика. Блюдо с историей, вкусом и душой. Это долма – традиционное армянское блюдо, известное и любимое во всем мире. Посмотрите, какая это красота! Аккуратные рулетики, плотно свернутые виноградные листья, мягкое и нежное мясо внутри, аромат специй, зелени и сливочного масла. Все это вместе создает вкус, который невозможно забыть. Долма – это не просто еда, это часть культуры, традиций, семейного тепла. Блюдо, которое передают из поколения в поколение, и с каждым разом оно становится только лучше. И самое главное – это полезное, натуральное, питательное блюдо, которое готовится из простых продуктов. А теперь давайте посмотрим, что нам понадобится. Говядина, лучше жирная, лук, рис, сливочное масло, соль, черный перец, паприка, красный острый перец, виноградные листья, свежая кинза, свежая петрушка. Начинаем готовить. Сначала нарезаем мясо произвольно, так чтобы оно поместилось в мясорубку. Это будет основа нашей сочной и ароматной начинки. Теперь подготовим виноградные листья, заливаем их кипятком, чтобы они стали мягкими, податливыми, и оставляем на время. Далее нарезаем лук, тоже для мясорубки. Он будет входить в фарш и придаст начинке сочность и аромат. Зелень, кинзу и петрушку нарезаем мелко, чтобы она равномерно распределилась по начинке и дала свежий травяной аромат. Теперь пропускаем через мясорубку мясо и лук. И вот у нас готова основа. Сочная, натуральная, ароматная. Добавляем соль, паприку, черный перец, острый красный перец, промытый рис и рубленую зелень. И теперь самый важный момент. Все тщательно перемешиваем руками. Когда мы долго вымешиваем фарш, белки в мясе начинают склеиваться между собой. Это помогает добиться той самой плотной, но нежной структуры, чтобы начинка не рассыпалась и хорошо держала форму внутри виноградного листа. И еще один секрет. Обязательно добавляем немного теплой воды. Так начинка будет нежной, мягкой и сочной после приготовления. Теперь займемся листьями. Сливаем воду, отжимаем их слегка. Обязательно заворачиваем долму гладкой стороной наружу, а прожилками внутрь. Так долма получается глянцевой.
Начинку берем примерно 1 чайную ложку, но вы можете класть больше или меньше. Все зависит от размера листа. Скручиваем плотно, но аккуратно, чтобы ничего не порвалось. Сразу укладываем долму в кастрюлю. На дно мы заранее постелили виноградные листья, чтобы ничего не пригорело. Когда все будет уложено слоями, выкладываем сверху кусочки сливочного масла и накрываем еще одним слоем виноградных листьев. Теперь заливаем кипятком, чтобы вода не доходила до верхнего слоя и не покрывала долму. Сверху кладем тарелку. При варке долмы – это не просто привычка, это важная техника, которая удерживает форму, не дает раскрыться, равномерно проваривает. Ставим на средний огонь. После закипания уменьшаем и готовим до мягкости около 50-60 минут. Пока долма варится, приготовим быстрый соус. Это классика – мацони и чеснок. Просто смешиваем мацони или греческий йогурт с давленным чесноком. И все. Ароматный, свежий, пикантный, идеальный в сочетании с долмой. Ну вот, наш долгожданный момент. Долма готова. Посмотрите, какая она сочная, нежная, ароматная. Тонкие листья, внутри мягкое мясо, пропитанное специями. Рис, сливочное масло, зелень. Просто волшебство в каждом кусочке. Долма – это блюдо, которое существует тысячи лет. Прошло сквозь время, но не потеряло своей силы, вкуса и красоты. Это доказательство того, что простые продукты в руках любви превращаются в шедевр. Попробуйте приготовить по этому рецепту, и я уверена, вы полюбите долму так же сильно, как любим ее мы. Подписывайтесь, делитесь этим видео и, конечно, готовьте с душой и любовью. Спасибо, что были с нами. Готовьте с удовольствием. И пусть в вашем доме всегда царит любовь и доброта.